Лина стояла перед зеркалом, поправляя светло-голубое платье, которое купила много месяцев назад. Скромная, аккуратная, она чувствовала себя в нем спокойно. Сегодня был важный день. Ее жених, Артем, решил познакомить ее со своей матерью. О Маргарите Сергеевне ходили легенды. Строгая, требовательная, хозяйка большого дома и собственной репутации. Лина переживала, но старалась держаться уверенно. Артем успокаивал ее всю дорогу, уверяя, что мама просто осторожна с незнакомыми людьми. Когда они вошли в просторную квартиру, Лина сразу заметила блеск дорогой мебели, тонкий аромат парфюма, картины на стенах. Все говорило о том, что хозяйка любит роскошь и контроль. Маргарита Сергеевна встретила их холодным взглядом, быстро окинула Лину глазами, от платья до обуви, и едва заметно скривила губы. «Значит, это та самая невеста», — произнесла она с сухой улыбкой. За столом хозяйка сразу начала расспрашивать Лину, где работает, чем занимается. Лина могла бы сказать правду, что она руководит крупной международной компанией, управляет многомиллионными проектами и подписывает документы, от которых зависят судьбы тысяч сотрудников. Но она не любила хвастаться, поэтому ответила просто. «Занимаюсь организацией рабочих процессов, работаю в офисе». На лице Маргариты Сергеевны появилось откровенное презрение. «Скромненько», — протянула она и повернулась к сыну. «Артем, ну ты же понимаешь, она не твой уровень. Тебе нужна женщина с положением, а не девочка без статуса». Лина почувствовала, как внутри все сжимается, но она сдержалась. Когда Маргарита Сергеевна грубо указала на дверь, давая понять, что Лине здесь не место, девушка просто спокойно встала. «Иногда бедность скрывается не в кошельке, а в сердце», — тихо произнесла она и ушла. Прошло 2 недели. Маргарита Сергеевна отправилась в городской бизнес-центр, чтобы встретиться с руководством крупного холдинга «Лиантех». Мечтала получить выгодный контракт. Она тщательно приготовилась к встрече, повторяла фразы, которыми собиралась произвести впечатление на топ-менеджеров. В просторном зале уже собрались представители крупных предприятий. Все ждали появления главы холдинга, молодой, но очень влиятельной руководительницы. Когда двери открылись, Маргарита Сергеевна застыла. В зал вошла Лина, элегантная, уверенная, в дорогом деловом костюме. Она спокойно поднялась на сцену и начала презентацию. Ее голос звучал твердо, профессионально. Люди слушали ее с уважением, задавали вопросы, кивали. Было очевидно, перед ними человек масштаба. Маргарита Сергеевна сидела, не в силах пошевелиться. До нее начало доходить, кого она выгнала со своего дома. После выступления она подошла к Лине, дрожащим голосом произнеся: «Лина, я даже не знала». «Вы знали ровно столько, сколько хотели знать», — спокойно ответила Лина. «Вы посмотрели на платье и решили, кто я. Но внешность редко показывает суть». В этот момент к ним подошел Артем. Он знал, что у Лины важная встреча, и пришел поддержать ее. Когда он увидел растерянное лицо матери, сказал: «Теперь ты понимаешь, кого пыталась унизить?» Маргарита Сергеевна отвела глаза. «Понимаю», — прошептала она. Лина мягко улыбнулась. «Я не держу зла. Просто запомните, настоящее богатство — это умение видеть в людях больше, чем их одежду или кошелек». Она повернулась и ушла к партнерам, оставив Маргариту Сергеевну стоять среди шумного зала, одну, растерянную и впервые по-настоящему бедную.